Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Снимаю сегодня видео о раскрашенном за месяц. Хочу показать, что я раскрасила в мае. Не так много было раскрашенного, но все-таки. Давайте покажу. Первое, что покажу, это была Рита Берман. Про прогулки по временам года. Вот такая простенькая иллюстрация. Я с фоном так и не определилась. Карандаш что-то у меня здесь как-то странно лег. У меня проступила здесь акварель. И я сначала, у меня по плану было пастель, но так как все проступило, я вот думаю, или гуашь взять, или что-то, в общем, придумать. Нужно будет решить, что делать с этим фоном. Не знаю даже, куда их убирать. Следующая, немножко переместимся. Следующая работа была в «Удивительный мир животных». Это «Творческий рай». Я здесь когда-то начинала иллюстрацию и как-то не закончила. Поэтому в этот раз решила ее, закончить. Это не пугайтесь, у меня здесь, чтобы не протекло, на всякий случай было. Я в теории знаю, как выглядят ракушки и так далее, но вот как-то именно раскрасить немножко подрастерялась, не справилась, скажем так, поэтому да. Ну вот, что вышло, скажем так. Что вышло, то вышло. Не знаю. Ну, в целом неплохо. Так, что-то у меня камера не хочет нормально снимать. Не пойму. В общем, вот такая работа была. Дальше. Следующее. Я попробую больше света дать, но мне кажется, что не хочет сегодня. Следующее это Beauty Impressions. Это Мариола Будек мне Мила дарила. Такой вот в формате PDF. Она распечатывала и дарила мне уже сшитую раскрасочку, за что ей огромное спасибо. И я здесь раскрашивала. У нас с ней был челлендж прекрасной незнакомки. И я здесь раскрашивала. Так, найти бы я... Ага, вот она. Маркерами здесь красила вот такую вот девушку. А фон это пастель. Не скажу, что я прям на 100% довольна, но что вышло, как вышло. Хотелось бы, конечно, лучше, но это первый раз. Красила все, видите, протекло. Что-то протекло, что-то нет. Но в целом, можно сказать, такой первый опыт. Неплохо. Дальше следующая иллюстрация. Это «Земля мифов». Это Керберазанос, последняя его раскрасочка. Ну, по крайней мере, у меня это одна из последних его раскрасок. Не так давно она ко мне пришла. Точнее, она пришла уже достаточно давно. Просто сегодня судьба была раскрасить, начать ее. Ну и вот, пока было настроение, раскрасила вот такую бабу-ягу. Не знаю, планировала совсем другое красить, но в последний момент почему-то вот раскрасила бабу-ягу. Здесь тоже карандаши, смесь всяких. И на фоне это брашпен от Faber-Castell. Вот такой вот, не знаю, видно, нет, что камера сегодня прям меня удивляет. В общем, вот такая получилась баба-яга. Дальше. Еще Керберазанос. Ну, раз уже начали Керберазаноса. Это у нас Метаморфоза. Я усиленно ее все хочу закончить. Не теряю надежды закончить эту раскраску. И я здесь раскрасила. Сейчас попробую найти. Вот такой разворот. Не знаю. Дом. В
таком в разрезе, так сказать, да, сказочный какой-то дом, потому что здесь есть тролли, какие-то там гоблины, ведьмы, гномы, ну, феечки, судя по всему, даже вот единорожка. В общем, такой дом для сказочных существ, наверное. Не скажу, что я на 100% довольна этим домом, но в целом получился достаточно яркий разворот. Я надеюсь, вам видно. Остальные не доделала работы. Так, еще один Керберазанос. Это уже Мираморфозы. И здесь я красила вот такую вот... Да что ж такое сегодня? Вот такую вот девушку дерева. На фоне гуашь. Не очень хорошо легла, но я учусь, я пробую, экспериментирую. Гуашь от Малевич, это вот олива. Был оттенок, здесь все раскрашено, просто на камеру смотрю совсем белое. На самом деле все раскрашено. Ну, остальное все карандашами, тоже вперемешку. Здесь и Magic, и Металлик, и Лира. В общем, всех понемножку. Дальше. Следующее. Это игры престолов. У нас был тоже совместник с девочками, с Викой и с Кристиной. И я здесь раскрашивала вот такой, да, вот такой герб. Это у нас Винтер. Старки. Винтер, это Старков герб с лютоволком, я так понимаю. Торопилась здесь вот металлик. Здесь обычные карандаши и металлик ручка. По-моему, краун я использовала. Ну, в общем, так по-быстрому красила. Такой вот получился герб. Дальше. Ханна Карсон. Здесь тоже много начато, но вот осилила, успела одну только иллюстрацию сделать. Это вот такой вот домик. Акварель. Здесь акварель. Все акварель. По-моему, за исключением грибов. Грибы, карандаш. Остальное все акварель, ничего не протекло. Но, в принципе, мне здесь раскрашено, так что не должно было, в общем-то, и протечь. Ну, в общем, вот такой вот получился домик. Дальше. Средиземье. Здесь мы красим сыры каждый месяц. К сожалению, успела раскрасить только иллюстрацию за этот месяц. Ну, рада, что уже раскрасила хотя бы за этот месяц, да. Вот такой паук с Фродо. Я попыталась его сделать рыжий лес. Я надеюсь, что видно. Ой, прошу прощения, толкаю камеру книгой. Все раскрашено. Не знаю, не хочет камера, с ума сходит. Все раскрашено. Здесь, в принципе, начала и, видите, вот не закончила. Надеюсь, в этом месяце все-таки осилю, закончу эту работу. Дальше. Феи фантазии. Это у нас Кристин Кэрон. Из последних у меня тоже PDF появилась. Здесь мы раскрашивали с Линой совместно. Лин, привет тебе тоже. И тоже огромное спасибо за совместное раскрашивание, за то, что предложила пораскрашивать. Так, ее найти. Тут она новая у меня. И мы здесь одну иллюстрацию красили с Линой. Вот такая вот девушка. Ловец снов. Здесь карандаши и пастель на фоне. Она на самом деле достаточно яркая. Не знаю, только вот здесь, видите, как-то бледновато все выглядит. На самом деле достаточно все хорошо.
Следующее. Это у меня Creative Heaven. По номерам раскрасочка. И мне захотелось, я раскрашивала здесь фломастерами, так как давно лежат, уже подзалежались. И я решила здесь немножко пораскрашивать, поиспользовать фломастеры. Ну и так немножко отдохнуть, скажем так. Пока весна, хотелось красить такие весенние цветочки. Вот такие вот у меня получились аэростаты, воздушные шары, тюльпаны. Много разных тюльпанов. Здесь вот, ну я так понимаю, белое так и должно было остаться. Да, они здесь тоже белые. В общем, раскрашивала фломастерами из Fix Price, которые 60 штук. И еще одну раскрасила. А здесь же иллюстрацию тоже этими же фломастерами. В общем-то, вот такая вот. Да что ж такое? Прям не хочет фокусироваться камера. Не понимаю, что не так. С собачкой. Тоже много весенних цветов. И вот такая вот собачка. Судя по всему, ретривер. Я подбирала цвет, как показано на вот этой цветовой схеме. Да, здесь написано светло-оранжевый. Ну, в общем-то, она здесь желтая, не знаю, не особо-то она здесь оранжевая должна была быть. Ну, у меня вот вышло так, в принципе, ярко, интересно, почему нет. Мне нравится. Ну и третья была, третью я уже начала и не закончила, поэтому уже буду доделывать в следующем месяце. Дальше Алиса Джона Тенниела. Тоже творческий рай серия. И я ее тоже пытаюсь раскрасить. Секунду, извиняюсь. Алиса, выключи. Назвала. Рядом колонка стоит, прошу прощения, назвала ее. И она тут быстренько заговорила. В общем, я ее тоже пытаюсь как можно быстрее закончить. Поэтому, ну, стараюсь здесь чаще красить. Ну, не всегда это получается, но все-таки. В этом месяце красила тоже акварелью, чтобы вспомнить, где я красила, наверное, в конце. Акварелькой. Ну так, без каких-либо, простенько, просто акварелью. Ну, знаете, так, мне что нравится здесь, руку набивать акварелью. Корона у нее перламутровая акварель, такая вот блестяшка. Пусть будет золото. В общем, раскрасила ее акварелью. Дальше осталось совсем чуть-чуть. Не так много в этом месяце. Это у нас Алена Лазарева раскрасочка. Мне ее на день рождения дарила. Тоже мило. Тоже такое недавнее приобретение. И мы здесь раскрашивали с Викой. Она предложила здесь раскрасить девушку. И мы с ней красили вот такую девушку. Не знаю, кошка, наверное. Так, не хочет опять фокусироваться. Я красила акварелью эту иллюстрацию. Надеюсь, видно мне, потому что тоже не совсем удобно смотреть в камеру. В общем, я красила акварелью. Ничего, в общем-то, не протекло. Видите, повело по минимуму бумагу. Ну, в целом можно раскрашивать вполне. Единственное, у меня с кожей не совсем сдалось. Я немножко расстроилась, психанула. Но в целом вот такая вот получилась иллюстрация. Дальше круг жизни. Здесь тоже раскрасила одну иллюстрацию. По-моему, одну всего успела. Но по чуть-чуть стараюсь. Так, две. Даже две. По чуть-чуть стараюсь здесь красить. Красила карандашами. Преимущественно лира. Здесь везде. Вот такие вот змейки. Так, что у меня прям... Вот такие змейки красила. И соседнюю страничку решила сразу раскрасить. Так, знаете, перескочила технично. Такой вот солнечный
не знаю, остров раскрасила его. Не скажу, что прям довольна, но мне здесь больше понравилось акварелью красить. Но некоторые моменты лучше, конечно, можно карандашами, но все-таки, как по мне, вот змейки, если еще ничего получились, то здесь, мне кажется, акварелью было бы лучше. Я начинала здесь красить акварелью. Мне кажется, здесь акварель лучше всего заходит. Не протекает. Хорошая бумага здесь. И вот, наверное, нужно было бы акварелью красить. Здесь тоже, вот видите, карандаши. И как-то бледновато. Еще одну начала, но не закончила. Так, ну и последняя в этом месяце работа была еще здесь в Амарантин. Если я не ошибаюсь, могу, конечно, может быть, я надеюсь, что все показала, но могу ошибаться. Если что, покажу потом отдельным видео. В общем, здесь была тоже одна работа. Мы красили тоже здесь с Милой. Как раз на челлендж прекрасные незнакомки. И была вот такая вот у меня работа. Такая вот девушка. Красила карандашами. Здесь. И фон тоже пробовала пастелью делать. Такой вот, такой легкое, как сияние, знаете, вокруг круга. И здесь, наверное, стоило сделать чуть потемнее все-таки. Подзатемнить. Ну, в общем, вот такая получилась у меня работа. Я надеюсь, вам видно, потому что мне прям камера сегодня подводит. Вот такие вот у меня были работы в этом месяце. Не скажу, что много, но и, как вы видите, и немало. Чему я тоже очень рада. Достаточно неплохой месяц. Не скажу, что прям много чего раскрашено, но и в то же время неплохо. Достаточно получилось книг задействовать. Даже вот некоторые новые получилось задействовать. Вот от Кристин Кейрон, от Кербера Заноса. Так что вот такие вот были у меня работы в мае. Спасибо, что были со мной, что посмотрели. Пишите комментарии, подписывайтесь. Кому понравилось, ставьте лайки. Всем хорошего настроения. Начинается лето, отпуска. Так что всем вдохновения, настроения, ну и хорошего отпуска, кто собирается в отпуск. Ну а на этом все. Пока-пока.